Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать трендовую популярную игрушку Демогоргону. Вот так она смотрится. Вязать ее очень легко, так как мы вывязываем вот такое туловище. Сразу вывязываем и ножки, и ручки. И отдельно вяжем вот такой цветок. И пришиваем его. И игрушка готова. Может быть просто игрушка. Если одеть карабин, то уже будет такой брелочек. По размерам показываю, по сантиметрам. Будем замерять так вот от вершины самой высокой точки и вот до низу 11 сантиметров. Вязала я ее из плюшевой пряжи. Основной цвет и вот для цветка дополнительный и красный цвет. Красный, черный и белый. И вязала плюшевая пряжа в 100 граммах 120 метров крючком 4 миллиметра. Давайте вместе с вами будем вязать вот такую популярную игрушку. Начинаем вязать с туловища. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду получилось 8 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Так вяжем до конца ряда, всего 8 прибавок, и в конце ряда получится 16 столбиков. 4 столбика провязали, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Во втором ряду 16 столбиков. В третьем ряду вывязываем ножки. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и вывязываем ножку. Делаем накид на крючок, провязываем его не до конца. 1, 2, 3 и 4. Теперь все эти петельки провязываем одновременно. Первая ножка, вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и вывязываем вторую ножку. 4 столбика без накида с одной общей вершиной. Вот 2, 3 и 4. И провязываем с общей вершиной. Вторая ножка. И до конца ряда нам нужно довязать 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Без изменения 16 столбиков. По 16 столбиков связали 4, 5 и 6 ряды. Переходим на 7 ряд. В этом ряду будем вывязывать ручки.
Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и вывязываем первую ручку. Вы смотрите по своей плотности вязания, где должна у вас располагаться ручка. Может, провяжете на один столбик больше или меньше. Я набираю цепочку из 6 воздушных петель. Не 6, а 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделаем ручку подлиннее. Сделали накид на крючок и в третью воздушную петлю от крючка провязываем один столбик с накидом не до конца и сюда же провязываем второй. И эти 3 петельки провязываю вот так одновременно и делаю соединительную петлю в ту воздушную петлю, из которой вывязывали эти 2 столбика. Получается вот такой как бы кружочек. И теперь по воздушным петлям провязываю 4 соединительных петли. 1, 2, 3 и вот 4. И соединительный столбик в сам столбик, из которого все вывязывали. Теперь по туловищу провязываю 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и провязываем вторую ручку. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В третью воздушную петлю от крючка 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. Соединительная петля в тот столбик, в ту воздушную петлю, из которой вывязывали столбики, и 4 соединительных петли по воздушным петлям. И еще одна соединительная петля в сам столбик, из которого все вывязывали. И до конца ряда 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Без изменения 16 столбиков. 8 ряд. Вяжем 2 столбика и убавка. 1, 2 и убавка. Так продолжаем до конца ряда. В конце 8 ряда будет 12 столбиков. И берем наполнитель, наполняем наполнителем. 9 ряд. Вяжем голову. 12 прибавок подряд. Довязываем их так до конца ряда. И в конце 9 ряда получится 24 столбика. По 24 столбика провязали 3 ряда. 10, 11 и 12 ряды. Теперь 13 ряд. 2 столбика и убавка. 1, 2, убавка. Повторяем так до конца ряда. В конце 13 ряда будет 18 столбиков. Наполнила немного наполнителем. 14 ряд. 1 столбик и убавка. Повторяем 6 раз. В конце 14 ряда будет 12 столбиков. Еще дозаполняем наполнителем. И последний 15 ряд — это 6 убавлений подряд. Спрячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Доходим до того места, с которого начинали,
и затягиваем ниточку. Вкалываем в середину и выводим сбоку головы. Получилось такое туловище. Теперь свяжем цветочек. Беру черную пряжу. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В первом ряду 5 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2 столбик, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 столбик не до конца. Вот во втором ряду получилось 10 столбиков. Меняем цвет пряжи на красный. И третий ряд провязываем 1 столбик и прибавка. Повторяем так 5 раз. В конце третьего ряда будет 15 столбиков. Черную ниточку отрезаем. Красный и черный цвет связываем на 2 узелка. Теперь будем вывязывать лепестки. Это 4-й ряд. Делаем соединительную петлю. В следующий столбик провязываем полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, столбик с 2 накидами, столбик с одним накидом и полустолбик с накидом. Это вот мы все вывязали из одного столбика. В следующий столбик соединительная петля. И вот этот элемент вот так мы будем повторять 5 раз. Снова соединительная петля в следующий столбик. Вывязываем лепесток. Полустолбик с накидом. Столбик с накидом. Столбик с 2 накидами, столбик с одним накидом, полустолбик с накидом. В следующий столбик соединительная петля. И вот так продолжаем вязать. Всего получится 5 лепестков. И вот получился такой цветочек. Теперь второй точно такой же, но только из основного цвета. Вот вяжем самостоятельно и потом изнаночной стороной присоединяем их вот так друг к другу. И теперь нужно сделать обвязку и соединить эти 2 цветочка. Сразу сделаем такую соединительную петлю. Даже вот столбик без накида. И теперь обвязываем вот столбики в столбике обвязываем. Вяжем столбиками без накида за обе вот стороны. И вот так обвязываем лепесточки.
Смотрите, если вам здесь на вершине покажется, что слишком стянутое вязание, то можно провязать прибавку. И там, где вот я делала соединительные столбики, у меня их 2 соединительных, но я провязываю вот один только соединительный столбик, а не столбик без накида. И перехожу на новый лепесток. И вяжу снова столбики без накида. Вот здесь я имела в виду вершина, там где двойной столбик с 2 накидами. Если получается стянуто, то вот можно сделать здесь прибавку. Вот так. И оно уже не будет стягивать. Вот видите? Все зависит от вашей плотности вязания. И вот сами регулируйте эту обвязку. Вот еще один лепесточек обвязали. И снова я здесь делаю вот соединительный столбик. Так, чтобы были более выразительные такие лепесточки. И вот далее довязывайте остальные лепестки. Да, вот забыла вам показать. Я вот не довязала, не продолжила дальше вязать, так как нужно вышить и еще вот сделать вышивку белой пряжей. И будет удобнее ее сделать, когда еще не до конца закончено вязание. Цветочек вот. Можно оставить вот небольшой хвостик и вот сделать такую вышивку по белой пряжей по кругу между черным и белым вот переходом. И вот так вышиваем такие небольшие стежки. Вот по кругу вышили, и теперь на красных лепесточках вот тоже можно сделать такие стежки. Можно по одному на каждый вот лепесток. Можно по 2. Это уже насколько вам будет удобно вышивать это все. Смотрите. И потом эти ниточки белые вот связываем. И уже далее продолжаем довязывать цветочек. Соединять 2 стороны. И вот получился такой цветочек. Теперь берем основную деталь. Хвостик оставляем длинный, для того, чтобы им можно было удобно пришить. Выводим этот хвостик на серединку где-то, ну не на серединку, но вот где-то в этом месте. И прикладываем цветочек к основной детали. Где-то вот так будет располагаться. Можно приколоть иголками. Взяла иголки. Так, немножечко. И вот теперь пришиваем. Так, за столбики, если вам видно, за основную деталь ниточку так подтянула. И теперь вот
Ну, вот так делаю стежок вот за столбики на цветочки. Вот такими стежками буду по кругу пришивать. За основную деталь, теперь вот за столбики на цветочки. Так, по кругу прошили, сделали узелок и спрятали ниточку. Цветочек пришили к основной детали, и игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!